девушки предпочитают безоговорочно слушать врача. Зачем мы ходим к врачу, если ты и так все знаешь? Выходцы из СНГ недовольны медициной. Всем привет, дорогие. Начинаю новый влог. Мы сейчас с семьей приехали на набережную. Набережная это называется Ещелькёй. Сегодня у нас суббота, поэтому мы так вот все вместе. Родные решили насладиться погодой. Это последние, наверное, такие тепленькие деньки, как видите, я вообще в жилетке, хотя немножко, честно говоря, подмерзла сидеть. Но солнце греет хорошо, поэтому я вот на солнышке, мои в тенечке. Взяла себе попробовать впервые вот такой вот напиток какой-то с гуавой, газированный. Очень, кстати, прикольный вкус, я не ожидала. У нас тут еще, кстати, компания, смотрите, киска, пис-пис. Хорошенькая такая. Она пригрелась возле нас, мы ее погладили. Мама, а с чем это? Гуава. А что это такое? Ну, такой фрукт, весь нарисован. Экзотический. Море спокойное сегодня, тихое. Ну, как всегда, у нас турецкие семечки. Чипсы у Миры. M&M's, кстати, семечки в Турции вот такие, смотрите. Большие и такие черно-белые. Ну, можно сказать, что черные, но не совсем такие черные, как у нас. Еще есть совсем белые семечки, кстати, тоже здесь в Турции очень популярны. Не поверите, но там парни купаются. Конец ноября, чтобы вы понимали. Ну, конечно, холодно. И на улице холодно, уже прохладно. Эти люди в куртках, они купаются. Я думаю, вода очень холодная. Немножко посидели у моречка, насладились. Мама, Зачем? Ну давай, хорошо, сядь на стул, на. Кстати, со своими стульчиками. Ашкин, бакле. Садись. У Миры песок попал. Мы со своими стульчиками, со своим столиком. Вот так вот. Сейчас поедем в магазин, потому что у нас дома ничего нету. Вообще ни еды, ни порошков, ничего. Надо будет все купить. Какие пальмы красивые здесь. Сейчас купим все. Ну, наверное, вам в отдельном видео покажу закупку нашу. Хочу именно поснимать конкретно закупочку продуктов. Может, в магазине что-то поснимаю. В общем, или в следующем влоге смотрите, или уже, может быть, я выпустила этот влог заранее. Вот так. Угадайте, где мы. Шли, Мира, и куда пришли? Сюда. В общем, у мужа там врос ноготь на ноге. Но он не может его сам вырезать, но я, естественно, тоже правильно не могу. Тут шли мимо, и тут, в общем, как раз типа маникюр-педикюр делают. Он попросил сделать. Смотрите, какой здесь король. Нет, не мой муж, а вот на стульчике спит. Смотрите, впереди-то свадебная машина едет. Жених и невеста внутри наверняка. Вот так в Турции украшают первыми буквами имени. Машину жениха и невесты уже отъехали, не видно вам будет. Муж как всегда нервничает в пробках. Сегодня у нас базарный день, четверг. Муж у меня съездил на базар, принес вот пакеты и ушел по делам. Давайте посмотрим, что купил. Цены, не знаю, к сожалению. Хотела тоже съездить, но Мира заболела, поэтому я дома осталась. Так, здесь у нас зелень, редисочка. Что еще? Зеленый лук вижу и вот такой вот потом. Это типа листы салата. Лук купила, это я попросила. И картошки. На базаре картошка самая хорошая. В других местах, в магазинах мы практически не берем, потому что, ну, короче, не такая классная, не такая свежая. Здесь у нас что? Угу, грибочки. Так, это муж купил тыкву. Будем делать сладости с тыквой. Кабак татуси называется. Может, даже мужа попрошу, запишет вам рецепт. Что еще здесь? Ага, это морковка и что? Апельсины. Не знаю, что 2 вида, наверное, может 2 килограмма. И еще купил рыбу, сейчас покажу. Так, муж вернулся. Evet, hangi balık aldın aşkım? Şupra aldım, içine top aldım.
Çinekop'u Какую 2 рыбку paket купил? aldım. 2 kere yeriz. Ну, чунокоп. Evet, Çinekop. Ayıkladılar. Почистили рыбу, уже чистят там рыбку. Это чиникоп. По-русски понятия не имею. Да, я уже картошку начистила. Сейчас будем жарить картошечку с рыбкой. Bunlar, Bu şupra. это чупра, это рада по-нашему. Kaç para? Şupra 300 lira olmuş kilosu. 300 лир чупра. А в том районе, где мы гуляли, помните, в прошлых влогах показывала Бакрипе, там 400 было. У меня 100 лир разница. Вот это дорада. Tamam aşkım çıkarma hepsini. Ve üçüncü ne? O da Çinekop. İki parça Ha. aldım. Bunu dolaba atacağız. Два пакетика один. Onu yiyeceğiz. Чунникоп ne kadar? Çinekop 200 liraydı. 200 лир. Муж будет жарить, я салат сделала. И картошку пожарю. А муж рыбку будет жарить. Сейчас помоет, все расфасует. Evet aşkım nasıl yapıyorsun? Bakalım. Unluyoruz güzelce. Вот так делает он рыбку. Это мы сырну, кукурузная мука. В муке и потом на сковороду. Масло почему-то он после этого будет лить. Не знаю почему. Bizim büyük tava var ya balık için onu alsaydım. O da ona da sığmıyor. На двух сковородках, потому что не получается. Не помещается на одну. Когда заболевает ребенок, мир вокруг замирает, и все, что ты хочешь, это помочь ему. А если ты в другой стране, где все работает иначе? У Миры была высокая температура, и нам пришлось ехать в частную больницу Турции. Все началось с небольшой температуры и боли в горле, и мы решили, наверное, обычная простуда, но к вечеру ситуация стала ухудшаться, температура поднималась, а лекарства не помогали, и мы поняли, пора действовать. В Турции нельзя вызвать врача на дом, и скорая приезжает только в крайних случаях, когда есть угроза жизни или в экстренных ситуациях. Это может быть удивительно, но система ориентирована на то, чтобы минимизировать нагрузку на службы и направлять помощь туда, где она действительно необходима. В Турции есть как государственные, так и частные больницы, и лечиться нужно в них по страховке. В государственных больницах услуги часто предоставляются бесплатно или за небольшую плату, по страховке, естественно, но в очереди на прием или обследование можно ожидать очень долго. В то время как частные больницы предлагают более высокий уровень сервиса, меньше времени ожидания и более комфортные условия. Так как у нас есть частная страховка, то мы предпочитаем лечиться все-таки в частных больницах Турции. Врач посмотрел Миру и назначил ей лекарства по рецепту. Я вам их чуть позже покажу. Кстати, в них есть и антибиотик. Антибиотики здесь назначают довольно часто, даже при легких заболеваниях. В том, что практика лечения здесь направлена на быстрое облегчение симптомов и предотвращение осложнений. Сейчас вам покажу, какие лекарства выписал Мире врач. Кстати, по-турецки аптека называется Eczane. Но что интересно, дали пакетик, в котором написано также еще на английском и даже на русском. Хотя аптека эта была совершенно в жилом нетуристическом районе. Рецепт, кстати, может выглядеть вот так вот, либо же просто на маленькой бумажечке вам напишет код, где не будет никакого названия, никаких лекарств. Просто с этим кодом вы идете в аптеку, и по коду уже любая аптека может пробить ваш рецепт. Нам дали вот в таком виде, чтобы было удобно, и вот такие препараты назначили. Заплатили мы за них 436 лир. Кстати, все аптеки имеют фиксированные цены, которые вы можете также сами посмотреть на сайте, который я вот здесь подпишу, но за исключением аптек в туристических районах и городах, потому что все-таки они могут немного завышать цены, и это еще не касается витаминов, только каких лекарственных средств. Вот такой вот назначили сироп. Это применяется при вирусных заболеваниях, при простудах. Он содержит парацетамол и вот еще вспомогательные вещества. Очень популярный сиропчик, и его часто, я знаю, что возят наши из Турции именно. Не знаю, почему он так им приглянулся. Наверное, потому что в Турции все лекарства качественные, без подделок и по хорошим ценам. За подделку лекарств в Турции очень не только штраф, по-моему, даже уголовный срок предусмотрен, поэтому здесь это нереально. И считается, что в Турции очень качественные лекарственные препараты. Это очень удобно, что не нужно вам вот этот вот рецепт хранить, да, здесь на каждое лекарство вам либо подпишут ручкой, либо наклеят вот такую наклеечку, где написано, как принимать лекарства и, собственно, при каком назначении. Здесь в данном случае написано грипп и простуда, и написано, что утром, вечером и в обед на голодный желудок или на
не голодный желудок, не могу перевести, 1,5 ложечки нужно принимать. И так написано на каждом лекарстве, в зависимости от того, что вам написал врач в рецепте. Еще один популярный сиропчик, это вот такой вот уже в составе здесь ибупрофен. Если там был парацетамол, здесь ибупрофен, это Долвен, тоже сироп для детей, очень популярный. Вы знаете, что нужно чередовать ибупрофен и парацетамол, когда сбиваете температуру, и вот нам врач выписал также и вот такое средство, оно немного сильнее, чем то. Вот такой вот спрей от боли в горле, так как у Миры очень болит горло, даже воду не могла пить, вот такой вот. И назначили спрей. Кстати, я сниму обязательно отдельное видео о лекарствах в Турции, что от чего, какие лекарства стоит брать, какие обязательно, может быть, привезти на родину, или же в вашей аптечке, если вы живете в Турции, должны быть, потому что я думаю, что это будет очень актуально. И еще всякие полезные советики вам расскажу. Ну и вот такой вот, конечно же, антибиотик. Антибиотик в Турции назначают очень часто, даже при таких вот каких-то мелких простудах. Ну, на всякий случай. Врач нам сказал, что если симптомы горла не пройдут через 2 дня, то начинайте пить антибиотик. Самый частый антибиотик здесь аугментин. Ну, он есть, в принципе, и в наших странах, да, в странах СНГ. Но такое важное замечание, что антибиотики, любые антибиотики в Турции можно купить только по рецепту. Вам нигде не продадут ни в одной аптеке антибиотик без рецепта. Поэтому имейте это в виду. Вот эти все лекарства, это без рецепта продается, а вот антибиотик обязательно по рецепту. Поэтому даже если я сейчас не планирую давать Мире антибиотик, я думаю, что у нее пройдут эти симптомы, я все равно на всякий случай купила его, пусть будет дома. Я, если что, да, в каких-то, может быть, не дай бог, если есть серьезная ситуация, я все равно вот смогу его использовать, и в том числе и для себя, да, потому что это, вы знаете, этот антибиотик широкого спектра, и мне не придется, да, идти к врачу записываться, чтобы он назначал мне антибиотик и так далее. Хотя, конечно, антибиотики без назначения врача не пейте никогда. Правду говорят, что беда не приходит одна. Мне пришлось в срочном порядке зуб лечить. Я вот только пришла из стоматологии, выгляжу, наверное, ужасно, но уже как есть, ладно. Потому что я, пока там лежала, с меня 7 потов сошло. Я терпеть не могу стоматологов. Я не знаю вообще, как люди выдерживают лечение всей полости рта за один раз. Ну, это был ужас. Короче, мне поменяли пломбу, которая у меня уже второй раз, простите, выпадает. То есть 3-ю пломбу мне на этот зуб поставили. Все никак они не могут нормально ее прикрепить. Надеюсь, что это последний раз был, и мне не придется ставить коронку на зуб, потому что я очень этого сильно не хочу. И если кому интересно, я отдала за пломбу, это без лечения канала, просто пломба, 1500 лир. Не знаю, это дорого, дешево, напишите, как в ваших странах. Ну, у нас вот так вот такие вот цены на стоматологию. В принципе, я не думаю, что это дешево, ну, какая-то такая, видимо, стандартная цена. Еще хотела вам рассказать, чего видео включила. Хотела рассказать вам, как мы эту аптеку в Турции искали для того, чтобы Мире купить эти лекарства, потому что в больницу мы поехали ночью, а тут такая система, что не каждая аптека работает ночью и даже в выходные дни. Здесь есть только на район одна дежурная аптека. На каждой аптеке написано расписание, то есть в конце недели какая аптека или ночью какая аптека дежурная. Вот вам надо аж туда ехать. Это чаще всего не близко, пешком не дойдешь, поэтому вот такая здесь система. Если нужны срочно лекарства, вам придется искать вот такую вот круглосуточную дежурную аптеку. В общем, мы ее пока нашли, там муж посмотрел по карте, короче, это было тоже еще тот квест. Еще, кстати, я не сказала, когда лекарство показывала, что если вам по рецепту лекарства выдают, ну, то есть, если вы покупаете по рецепту лекарства, то обязательно нужно иметь паспорт, кимлик это называется, на кого выписаны эти лекарства, иначе вам просто не сделают, вы можете купить эти лекарства, но вам не сделают скидку. Скидка делается по страховке, потому что мы, допустим, поехали в больницу к врачу этому по нашей частной страховке. Она покрыла нам полностью прием, мы ничего не платили. Ну, потому что с этой больницей как бы наша страховая компания сотрудничает. Есть список больниц, в которых мы можем обслуживаться по нашей страховке. И вот это была больница, в которую мы постоянно ездим, и там у нас, в принципе, полный пакет, поэтому мы бесплатно там обслуживаем. Но, кстати, не то, что вы там можете каждый день к врачу ходить, нет, есть какой-то лимит в течение года, кажется, это, может, 12 посещений, ну, то есть, так, грубо говоря, раз в месяц вы можете бесплатно к врачу попасть. Ну, может быть, чуть больше, я так просто вам пример привела. И
также часть лекарств, которые нам выписал этот врач по рецепту, по вот этому вот списку, у нас была скидка. То есть цена, которую я вам показала, там какие-то лекарства, я так понимаю, не покрыла страховка. То есть есть лекарства, которые страховка не покрывает. Есть лекарства, которые покрывают полностью, и есть, которые частично покрывают. Ну, это я не знаю, как, честно говоря, узнать. Это уже в аптеке нужно конкретно спрашивать. Ну, чаще всего какие-то базовые лекарства покрываются, какие-то там более, которые вы хотите дополнительно, допустим, или врач выписал дополнительно, то они уже не покрываются страховкой. В общем, вот такая вот здесь сложная достаточно система в Турции, но тем не менее турецкая медицина считается достаточно хорошая, и вы знаете, что в Турции процветает медицинский туризм. Здесь многие ездят сюда именно лечиться, какие-то серьезные заболевания лечить. То есть здесь это пластическая хирургия в том числе. Здесь это очень развито. Но несмотря на то, что я вот вам рассказала про государственные больницы, что мы туда не ходим, мы предпочитаем частные, несмотря на это, я забыла вам добавить, что государственные больницы в Турции тоже прекрасные. Здесь в государственных больницах оборудование, какие-то там список анализов, которые вы можете сдать, не хуже, а то бывает и лучше, что чем в частных больницах. Поэтому медицина здесь на уровне везде. Другой вопрос — это врачи, которые здесь, так скажем, на местах принимают. Да, не все приезжие довольны именно вот такой медициной, когда вы хотите просто какую-то там простуду полечить, там еще что-то, какие-то мелкие такие заболевания, то чаще всего наши выходцы из СНГ недовольны медициной, ну, в том числе и я могу сказать, что, допустим, когда Мира только родилась, педиатра мы нашли нашего только, наверное, с 10-й попытки, потому что все предыдущие педиатры меня не устраивали. Муж всегда с меня смеялся и говорил, что зачем мы ходим к врачу, если ты и так все знаешь. Да, турки, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, они предпочитают безоговорочно слушать врача, они не влазят в какие-то рецепты, как там принимать лекарства, что принимать, когда принимать. Их это мало интересует. Они вот как врач сказал, так и будет. Там какие-то побочные действия, что-то еще, им вообще все равно. Поэтому в этом смысле турки не вникают. Они не гуглят, как наши люди привыкли, да, там первые симптомы какой-то болезни появились, все, пошли в Гугле, там уже начитались, весь диагноз себе поставили, что это может быть, что это не может быть, какие лекарства принимать. И потом, когда наш народ приходит к турецким врачам, а они совершенно могут что-то другое вам поставить или не найти такое заболевание, как вы там себе вычитали, то, конечно же, наши люди обычно остаются недовольны. Ну, еще здесь, кстати, очень большой минус, что очень маленькое время приема, и даже в частных больницах такое бывает. Ну, наверное, это скорее зависит от врача, что когда вы заходите, могут вам там 5 минут выделить, и все, до свидания. То есть, да, вы какие-то вопросы спрашиваете, что-то задаете, но врач на вас смотрит, как будто, ну, а зачем ты мне спрашиваешь это? Тебе какое дело? Ты же там обычный пациент, врач здесь я. В общем, ну, такого плана тоже бывают истории. Как я уже сказала, запишу вам на эту тему отдельное видео. Пожелайте нам с Мирой здоровья, особенно Мире. Я надеюсь, что она очень быстро вычухается и не придется нам пить антибиотики. И всем желаю не болеть, и надеюсь, что вам не пригодится информация, которую я сегодня дала о медицине в Турции. И не болейте, да, как я уже сказала, но тем не менее, как говорят, это нужно знать. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.